Всем привет! Хочу сегодня рассказать, как работает и как у меня подключена экофложка в квартире. В чем суть? Есть входной щиток и выделено под экофло один автомат. То бишь это сеть, провода из которой подключены через кабель, трехжильный с заземлением. Они приходят в такую розетку, и экофложка подключается к ней, то бишь напрямую к сети. Что происходит дальше? Это сеть подключается в экофложку. Вот она входит, этот кабель. Вот он идет. Подключается просто к сети через автомат, через диф. Из экофло выходит кабель с вилкой и вставляется в розетку. То бишь это отдельный контур, к которому подключены розетки и освещение. Также с экофло выходит кабель 12 вольт, и он вставляется в роутер. Что происходит, когда выключается свет? Выключился свет, а свет горит. Все продолжает функционировать. Экофложка просто работает в режиме бесперебойника. Входящее напряжение, вернее, входящая мощность в ваттах остается 0, потому что сеть отключена. И исходящая 164 ватта сейчас потребляется светом, вытяжкой и всем остальным там компьютерами, которые подключены в розетки и все остальное. При такой нагрузке пишет экофло, что хватит такого ее заряда на 6 часов, при условии, что она заряжена на 90%. Если мы включим свет, обратно я включаю автомат. Сейчас. Вот, экофложка щелкнула и начала подзарядку. То есть она, вот эта верхняя цифра, она сейчас потребляет 670 ватт. Это не пиковое значение, максимальная скорость ее зарядки может достигать до 1500 ватт. Конкретно эта модель Delta 3. У нее емкость и скорость зарядки 1500 ватт. И выходная мощность, которую она продолжает давать, это 160-170 ватт. То есть мощность потребителей, которые подключены к свету и ко всем розеткам. Вот. Все те люди, которые говорят, что вилка, кабель — это небезопасно, я отчасти с ними согласен. Но по факту, если все грамотно сделать, то никаких рисков абсолютно не будет. Вопрос такой тоже может возникнуть: что же делать, если у нас, экофложка не нужна, например, есть в какой-то период, когда отключений нет, допустим, это там весна или лето, или когда это все закончится, отключений не будет. Во-первых, можно просто демонтировать вот этот кабель обратно и подключить напрямую розетки и освещение обратно к этому автомату. Либо же, чтобы не перемонтировать, просто можно этот же кабель вилка вставить, вытащить из экофложки и вставить сюда же обратно в эту вилку сетевую. То есть все из сети напряжение и ток будет проходить через розетку, кабель вилка и вставляться обратно в розетку. То есть просто это будет контур проходить у нас не по кабелям в розетке, а через сеть и через кабель обратно в розетку и на свет. Вот. Никаких проблем с этим быть не может. Все это работает просто. Вот. Выключили, свет горит. Включили, свет также продолжает гореть. Вот такие дела. Спасибо.